Да, я Запись должна прочитать, пошла. да? Сегодня у нас 27 марта. Адриана, расскажите нам, почему вы к нам обратились. Э, Потому что у меня проблема с правой рукой. У меня от локтя до кисти опухла рука, и мне очень трудно с ней работать. И у меня были проблемы со зрением, у меня диагноз кератоконус. Я до сих пор не могу видеть хорошо. Свет режет глаза, и тонкая перепонка, как получается. И до сих пор со зрением плохо. Только с солнечными очками хожу. Так. Хочу прочесть мои эти пункты, которые я вам написала. Просмотреть, если у меня есть подключка от Елены Гилио, убрать все подключки и все эгрегоры от Елены и медицинского эгрегора. Просмотреть дочку Беатрис. Я и в прошлом раз попросила Елену просмотреть, но она не просмотрела. И передать ей... Как зовут? Беатрис. Беатрис. Да. И передать письмо освобождения. Просмотреть и мужа Хенри и передать ему письмо освобождения. Если будет времени, папу Андрей и маму Нину. Тоже. Передать всем письмо освобождения, кто хочет прийти и взять. Всем передаю. Хочу передать и моей бабушке, она умерла. Она меня выросла, когда я была маленькая. Мои родители работали, и она меня с 2 месяца вырастила. Она умерла, ее зовут Мария. И дедушке Петру. Еще одна бабушка София и дедушке Иван. Так. Дом тоже хочу прочистить, потому что 2 недели назад кто-то по плечу потрогал мою дочку. Она посмотрела, повернулась, никого не увидела. Испугалась и пришла мне и рассказала. Так, мы на метр были на дистанции друг от друга. И она мне сказала, я просто, чтобы ее успокоить, сказала, никто не имеет права мою дочку трогать, потому что она маленькая, и кто не послушается, будет иметь дело со мной. Через пару секунд меня кто-то ногой пнул в мою ногу. Я думала, наверное, кто-то маленького роста. Ну, с тех пор ничего не случилось уже. Так, ну, просто интересно. Хочу просто дом. И в ванной комнате тоже мне показалось, что внизу кто-то хочет меня потрогать, хочет связаться со мной, я не понимаю. Я смотрю, там кошки, никого нет, но кто-то почувствовал, что трогает за ногу. Так, ну что, ну, проблемы с деньгами. Не знаю, как получается, у меня давно такого не было. У меня строительство дома идет, и с тех пор, как украли деньги, все время идет минус у меня. Никак не могу, все время с оплатой строительства иду сзади, никак не успеваю оплатить рабочих. Да, давно такого не было. Острая прямо нехватка денег. Да, ну вот и все. Хорошо. Хорошо. И, конечно, увидела у Вики, что она с потоками безмятежности всех соединяет. И, конечно, я тоже бы хотела соединиться, да. Это ваши потоки. Хорошо. Мы никого туда не подсоединяем. Да, это точно. Боже упаси. Давними потоками. Знаю, я видела еще у Павла с Моной, они еще делают, как очистить свое прошлое и свое будущее. Они как-то это так делают, если можно это просмотреть уже. Ну, посмотрим. Хорошо.
Так, отключите, пожалуйста, микрофон. Мгм. Хорошо. Готова, Вика? Мгм. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 5, 4, 3, 2, 1. Так, что ты видишь? Я нахожусь в нашем рабочем пространстве и вижу, что идет такое разделение, полоса. Вот. Как бы стоит конструкция, и в которой никого не вижу пока. Конструкция вот как бы от правой руки такой шлейф черный. Оно все считывается, такое статичное, как будто бы с металла. И такой, я слышу, захват вот для левой ноги. Мгм. И идет туда в портал, в сектор магии и колдовства. Также над головой огромных размеров, как летающая тарелка, такая как крышка какая-то. Ну, она очень большая. И тоже подключка вот идет в сектор магии и эгрегоров сюда, Мгм. к сердечной чакре. То есть она не считывается, вот никакого имени, ничего не видно, просто конструкция готовая. К сердечной чакре идет подключка. И вот этот как кран башенный. Мгм. Это программа серого цвета, программа на убытки. Мгм. Так, что-то еще? Нет, пока самое такое главное. Хорошо. Можешь считать эфирное ДНК Адрианы? Она ли это? Она как-то начинает проявляться постепенно. То есть сразу я увидела ее правую руку. Правая рука как будто бы распухла, и до локтя она красного цвета. Мгм. Вот эта рука, она как будто бы вот сильно-сильно зажата. Чувствуется, что кулак вот так сжат и покрыт какой-то черной, а, как гиря такая, как будто бы ее рука внутри этой черной гири. Мгм. Это из-за этого на физике она и распухла, да? Да, она распухшая считывается и на эфирном плане. Мгм. Также я вижу, а, это лаборатория. Раньше она выглядела по-другому у других людей. Сейчас она находится как бы в секторе подписания контрактов. Вижу, что там рептилия и люди как-то вперемешку сидят, смотрят за как будто бы кабинет такой. На столах много всего. Какие-то приборчики, большой экран. Мгм. На экране вижу проекция ее тела, и в районе ног такое голубое свечение. То есть там такие как меридианы, то есть
тело разбито как будто бы на такие квадратики, и ноги светятся голубым. Они как-то берут это изображение и так поворачивают. Вот. Красная рука. Они видят эти все подключки. Выводится у них на экран. Я вижу, что видно, что они видят. Видят это воздействие на голову. Вижу, что вот эта подключка к сердечной чакре, у них светится вот такая черная, а сердечная чакра как какое-то колечко, а вокруг него светится голубым ноги. Мне интересно, вот это там идет информация. Они Елену называют агентом. Ихним агентом. Да? Да. Так. Я приказываю им... разрешение сейчас прошу. Проси Андрея. разрешения. Да, обязательно. Да, она разрешает, и я как бы она дает полномочия говорить от ее имени. И я приказываю этим сущностям. Там один как будто бы человек такой худой, с виду человек, но у него хвост. Но в костюме. Я приказываю ему показать документ, который бы разрешал, каким образом Елена смогла вот так хитро все провернуть, как это оно все случилось. Я говорю, что Елена же не хотела этого всего делать, она же с вами этот договор не заключала. Говорю, что это все случайность, что это подлог и провокация. На что он открывает такую дверь железную, и там такой огонь красный, свечение такое ярко-красное, как будто бы открывает какой-то портал. И что это значит? Я говорю, чтобы он ничего мне тут не показывал, и ничего не открывал, чтобы он просто отвечал на вопросы. Он достает с этого портала такой, как горящий... этот портал похож на ад. Вот как рисуют ад, такие вот полыхает там огонь. И он вытаскивает такой листочек, который вот квадратный и тоже вот полыхает этим огнем, как будто бы разжаренное железо. И он говорит, что это Елена подписала контракт с ними. Я говорю, так Елена подписала, а вот Адриана ничего не подписывала. Он закрывает быстро этот портал, и какая-то вот еще там, где бумаги были, где соглашения, какие-то соглашения от Елены. И одно соглашение ушло туда, вместе с тем ее. А я говорю, чтобы где находится соглашение Адрианы. Пусть они немедленно сюда контракт. Адриана хочет с этим всем разобраться. И мы призываем к ответу всех виновных. У нас судебное заседание сейчас. Мы приказываем, мы берем свидетелей всю чистую вселенную, потому что идет попирательство прав и свободы воли души. Вот за Юлей как-то хвостом замахали.
я хочу услышать, как был подписан контракт, на каких условиях. Они мнутся, ничего конкретного сказать не могут. Я говорю, чтобы они не смели контракт, который... Я вижу, что это Елена, вот эти люди, которые записываются к ней на сеанс, она берет вот эти соглашения, они как контракты, которые вот в стопке лежат у них на столе. Условно назовем это лаборатория, то есть это техномагическая какая-то структура, которая позволяет им проникать в рабочее, в эфирное пространство и считывать ДНК человека на основании этих контрактов якобы. И это подкреплено тем контрактом, который Елена подписала с этими сущностями, который находится как раскаленное красное железо в антимире. Я спрашиваю, кто открыл портал? Каким образом Елена смогла подписать контракт с этим антимиром? Ну, он показывает эту ее слипершу. Инга, по-моему, ее зовут. Есть такая. Вот я вижу ее портрет, как они идут. Эту картинку я уже, конечно, видела много раз, как они встретили эту муху, этого, которая представилась духом Шамбалы, и как они ее впустили в себя. Я говорю, это нас уже не касается, это ее личное дело. Сейчас я говорю, что они не могут доказать, что Адриана подписала контракт с ними, потому что на самом деле этого контракта не было. Я говорю, что пусть Адриана проверит и посмотрит, она просто соглашение на очистку своего эфирного тела подписала. Я говорю, чтобы Адриана сейчас распространила информацию о грубом нарушении ее прав, о грубом нарушении в ее пространства и о подлоге этих документов, о мошенничестве. Я говорю, что Адриана, я вижу, что мы втроем распространяем эту информацию по всем вселенным. Мы показываем на тех, кто это сделал, и я вижу, как это изображение с этим порталом и с этой лабораторией, как я его называю, и утягивается даже вот это все куда-то туда в сторону интерферентов. А мы всем показываем на них. Я говорю, вот мы все говорим, что мы призываем силы возмездия и силы кармы Вселенной. Я говорю Адриане, чтобы она зашла в тот момент, за секунду до того, когда она якобы подписала контракт и расторгла этот контракт с Еленой на проведение сеанса и на взаимодействии Адрианы с ее энергиями. Я вижу, как энергия денег, вот как будто бы стопка денег просто вылетела с какого-то автомата в тот момент, когда Адриана расторгает этот контракт. Рука освобождается, и она вся вылетает с этой конструкции. Я говорю Адриане, чтобы она приказала всем виновным немедленно убрать себе, пусть себе забирает все эти энергии, подключки, программы, воздействия и все последствия. Я вижу, как Адриана буквально как будто бы огромный такой ковш каких-то камней
бросает на голову Елены, она закрывается, но это все вот туда в портал сыпется, все последствия. И я вижу, как я говорю Адриане, чтобы она одновременно приказала, уничтожила в той лаборатории свой отпечаток своего эфирного ДНК, поставила запрет на считывание ее эфирного ДНК. Я вижу, как экран этот потух. Я говорю, что она сейчас может разбомбить эту лабораторию, уничтожить все компьютеры, все файлы, все контракты и соглашения, а их там много, целая папка. Я говорю, что она может передать информацию всем тем людям, чьи договора лежат здесь в папке, чтобы они тоже расторгли все свои контракты на основании, я вижу, она петицию пишет во Вселенский Совет, и эти люди, сотни людей подписываются, как были попраны их права. Я говорю, что она в эфирном пространстве сейчас может передать информацию всем тем людям, чьи договора здесь находятся, чтобы они расторгли все эти контракты, потому что это ложь, подлог и провокация. Каждый человек шел только давал право на очищение его пространства, но не давал права и соглашения на подключки к каким-то программам, к каким-то порталам. Пусть все виновные немедленно примут карму, наказание и возмездие от сил и кармы. На счет 3 это произойдет. 1, 2, 3. Закручивается спираль, черная спираль. Я говорю Адриане, чтобы она убрала из своей генетической памяти все преграды, все заслонки, которые закрывают ее память от ее собственных высокочастотных, абсолютно чистых энергий жизни. Пусть она наполняется этими энергиями жизни, которые были в ней при зарождении чистой, абсолютно свободной Вселенной. И пусть она эти энергии, фрактальные энергии жизни, распространяет равномерно по всем своим пространствам физического тела, эфирных тел, по своему подсознанию. Пусть она структурирует все свое внутреннее и внешнее пространство в соответствии с этим стандартом абсолютной чистоты, абсолютного здоровья, благополучия, абсолютной жизни. Пусть эти энергии распространяет по всем своим пространствам, расширяется. Пусть эти энергии уничтожают все то зло и воздействие, которое проникло в ее чистое и светлое пространство. Все, что принадлежит ей, пусть очищается. Это ее дом, ее бизнес, все, что касается ее рука, ее разум, ее семья, ее животные, ее предметы. Все пусть наполняется этими светлыми энергиями и очищается. Я говорю, чтобы сейчас она может считать, снять копию с тех энергий черных, которые присутствовали в ней. Ей их нечего бояться. Все, что находится в ее пространстве, это принадлежит ей. Сделала копию. Сейчас я говорю, чтобы она сосканировала эфирное ДНК этих святых чистейших энергий и сделала с этих двух копий антивирусную программу, которая будет воздействовать на разные аспекты жизни. Людям, которые находятся под воздействием этих энергий, будут раскрываться глаза, люди будут понимать, что происходит и как им бороться, как противостоять этому злу. Также они будут понимать, что такое добро и что такое зло, где свет, а где тьма. И пусть эти энергии
распространяясь, структурируют все пространства, пожирают всю эту тьму и превращают тьму в свет. Потому что энергия жизни – это самородящая энергия, которая все вокруг себя структурирует в жизнь, радость, счастье, благосостояние и благоухание. М, Да, все уходит, очищается. Я говорю, чтобы она закрыла этот портал. Она закрывает этот портал, забивает гвоздями. Отлично. Как сейчас выглядит ее эфирное тело? Она прямо полыхает такими энергиями. Сейчас я говорю, чтобы она распространила все энергии равномерно по своему пространству всему. Просканировала все свое эфирное физическое тело. Привела все энергии и программы в соответствие этим высочайшим энергиям жизни. Она хочет вернуться. Говорю, хорошо. Она может искупаться в этих энергиях. Я говорю, что это ее память генетическая, это ее энергия, потому что при зарождении чистых вселенных она была там в виде какой-то энергии. И она может вернуться в тот момент, когда она жила во Вселенной абсолютно свободной, абсолютно гармоничной. Я говорю, чтобы она возвращалась по своим каналам памяти в то время и пришла в один из моментов и показала мне. Ну, мы все втроем пришли с ней, конечно же. Я говорю, что она этими энергиями может наполниться, энергиями абсолютной чистоты. Это эталон абсолютной чистоты и жизни. Все, что дает эта энергия, это все высшая проба. Она буквально купается. Я Конечно. говорю, нам пора возвращаться. Мы все набираемся этой энергии, пробуждаем свою генетическую память, возвращаемся в тот прекрасный свободный мир, в потерянный рай, который мы очень сильно намерены вернуть. Вернуть нашей Вселенной эту чистоту и гармонию. Сейчас я говорю, она не хочет, буквально держится там. А я говорю, нет, 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 возвращаемся, возвращаемся. Мы должны вернуться пока, потому что в том светлом мире только гармония. И мы должны гармонизировать все свое пространство, свою жизнь. И, конечно же, что придет такое время, когда вся наша жизнь будет наполнена этими энергиями радости, счастья, жизни, здоровья, красоты, благополучия. А сейчас мы должны это уже принести в нашу жизнь и выходить с этой злобной матрицы, даже находясь здесь, мы становимся невидимыми для этой злой системы. Точно так же, как две жидкости с разными плотностями могут быть в одном стакане, но не смешиваться. Да, мы вернулись. Она просто себя осматривает, эти фрактальные энергии наполняют все ее пространство. Я сейчас говорю, чтобы она привела в соответствие всю свою жизнь, гармонизировала все свое внутреннее и внешнее пространство, привела в соответствие этим идеальным энергиям все сферы своей жизни, своего бытия, подсознание, рациональную часть. Я слышу, как буквально все трещит по швам. Вот эта память генетическая, эти программы, которые навязаны нам, которые удерживают нас в этих рамках. Я говорю, что она сейчас может убрать из своего пространства все то, что ее сдерживает в этих рамках матрицы, отправить туда
откуда оно пришло, вслед за этим отправить антивирусную программу, которая будет уничтожать, пусть зло само уничтожается внутри всех своих порталов, а свет пусть распространяется и излечивает все наши пространства. Пусть Вселенная наполняется радостью, счастьем и гармонией и отталкивает все дальше и дальше эту черноту. Мгм. Я вижу, как у нее как будто меч в руке. Она осматривает все свое тело, видит, что ее ноги как будто бы были, вот свечение это голубое. Я сейчас Мгм. вижу, что это как будто они лед как будто. Я говорю, чтобы она проверила свою сердечную чакру, область и район души, чтобы она просканировала, нет ли, не забрал ли кто какие-то ее информационные слои, и пусть прикажет им вернуться, предварительно почистив их. Вот я вижу, она поставила фильтр, и все, что ей не принадлежит, сразу включается кнопка, как сигнал тревоги, и все улетает обратно, а чистая энергия возвращается ей. И в этот момент черная энергия выскочила с ее груди и полетела в сектор колдовства. Я говорю, чтобы она вслед за этим шариком выталкивала энергию антивируса и фрактальную энергию, которая будет залечивать все пространство и восстанавливать все структуры. Мгм. Я говорю, чтобы сейчас она почистила все свое пространство, стерла со всех информационных полей все эти события, ситуации, ничего не было. Остатки, чтобы она выбросила в портал, и все пространство наполнила фрактальными энергиями жизни, радости, добра. Она это делает. Сейчас я вижу ее как ангела. Мгм. Хорошо. Так, в голове я говорю, что это такое еще не убрала, зачем оставляет. Я говорю, чтобы она показала, что это у нее в голове за черная штучка. Идет какой-то вот такой черный, темно-зеленый, и в сектор колдовства. Мгм. Пусть покажет, что это. Там как будто бы такое гнездышко с каким-то цыпленком, что ли. Я говорю, пусть она его разрубит, порубит. Вот. Адриана, выключите, пожалуйста, микрофон. Мгм. Я говорю, чтобы она выталкивала со всеми теми энергиями, программами, на которые притянулись эти все события, чтобы она все эти внутренние блоки и программы, которые способствовали ее вибрационному понижению, этим подключкам, пусть она сейчас вынимает и выбрасывает. Это все равно ей не принадлежит. Это все сфабриковано, подстава, это в чистом виде подстава. Даже все эти блоки внутренние, это родовая порча, это все подстроили темные. Пусть себе все это забирает. Она выталкивает какие-то вот сети железные, как будто бы с какими-то энергиями. Я говорю, вот тоже к третьей чакре тянется. Я говорю, это все подстава, Мгм. потому что на самом деле жизнедеятельность человека и все его блоки уходят вместе с переходом его в другие измерения. Когда человек умирает, идет все эти, все как бы аннулируется. Не нужно это все принимать как свое. Пусть забирают все. Я вижу, как оно так вышло с ее пространства, а потом начинает осыпаться.
Я говорю, чтобы она распространяла свет этих чистейших энергий, вылечивала все свои тела там, где были эти все изъяны, восстанавливает все свои структуры в соответствии с эталоном божественных чистейших энергий жизни. Она буквально как будто бы ремонтирует. Как люди дом ремонтируют, да, там штукатурят, вот она такие делает там, вот. Я говорю, что мы можем пойти на счет 3 в тот момент, когда она уже всю эту работу по своему восстановлению всех своих эфирных тел, своих программ придет физического тела, приведет в норму и в соответствии. На счет 3 мы окажемся в том моменте, когда работа будет завершена. 1, 2, 3. Да, она выталкивает этими своими энергиями, выталкивает вот черную энергию, которая тянется из сектора интерферентов. И я вижу, что она их вот так как-то, как в мешок одевает, эти все энергии, вот этот светлый. И это карма, вот что. Образовался такой пузырь. И она открывает портал как там, знаешь, на что похоже? На мусоропровод. Там течет такая, как как канализация вселенская. И она эти все энергии туда отправляет, и они идут прямо куда-то в огонь. Она закрывает этот портал, он уходит. Она вот так вот сделала. Хорошо. Сейчас я смотрю, что-то у нее с руками не так. Что не так? Почему-то они у нее черные, вот так, пальцы черные и ладони. И тянутся привязки в сектор колдовства. Так. И я спрашиваю Адриану, она что, занималась какими-то магическими практиками? Я говорю, это ее решение было. В любом из ее воплощений, в этом или в предыдущих. Она может зайти в любой из тех моментов, когда она каким-либо образом соприкасалась с энергиями черной магии. Она может очистить все свое прошлое от всех этих воздействий, убрать все порчи, колдовские воздействия, черную магию со всего своего рода, очистить свое генетическое древо по всем направлениям, вниз, вверх, в стороны. Я вижу, что она буквально сразу же идет как разглашение этой информации по всем родам. И во всех пространствах ныне живущие и ушедшие души передают друг другу. Я говорю, чтобы она убирала, очищала все свое эфирное пространство ее ДНК, привела в соответствие с божественными нормами Первотворца, чистейших вселенных. Я вижу, что она убирает в каком-то из своих, как в роду, забирает эти энергии, они уходят в сектор колдовства, она поднимается, и вот эти, как черные перчатки, уходят с ее. Я говорю, чтобы она сжигала эти все события, ничего не было. Да, пошел огонь. Я говорю, чтобы пепел убрала в портал на утилизацию. Сейчас я говорю, что она может встать и посмотреть, проанализировать, просканировать все свои жизни, воплощения, исходя с настоящего, очистить все свое прошлое. И естественно, что таким образом очистится все ее будущее, потому что в эфирном пространстве нет ни будущего, ни прошлого, всегда есть только настоящее. Она так красиво работает.
пошел такой, как энергетический взрыв с ее сердца. Мгм. Вот. И она поднимается еще выше, образовался Тор. Так, какой-то шлейф тянется за ней. Я говорю, чтобы она сейчас остановилась, развернула свою ментальную карту и показала, что это такое, кто там за ней, к ней тянется. Это кто-то из сектора духов и сектора этих астральных сущностей. Мгм. Так, кто это? Какая-то серая сущность. Я приказываю принять форму в соответствии с его ДНК. Называется оно как слуга дьявола, так их называют. Они находятся как бы ближе всего вибрационно к человеку. Выглядит как маленький человечек, серенький такой. Оно идет очень четкая у него подключка к сектору интерферентов, и он связан с сектором колдовства. Мгм. Это не домовой, это что-то похоже на другую сущность, такую еще никогда не видела. Мгм. Это он ее дочку Беатрис трогал по плечу, Да, потом ногой пнул Адриану, да. и в ванной комнате тоже он. Мгм. Мгм. Я говорю Адриане, чтобы она сейчас нашла ту программу, ту энергию. А вот он тянется как бы шлейфом, то есть я вижу, что он энергетически связан с... какая-то есть привязка. Так, что за привязка? Я говорю Андриане, чтобы она показала то событие, когда эта сущность впервые появилась в ее пространстве. Мгм. Так, я вижу, что эту сущность ей кто-то дал. Кто дал? Она не хочет брать, отворачивается. Кто-то из сектора интерферентов предлагает, вот как будто бы вот так вот дает. Я вижу, как будто бы через порог. Это какой-то как подклад. Мгм. Я вижу в секторе колдовства как будто бы такой мешочек какой-то. И почему-то это связано, почему-то стоит какой-то человек, у него как рабочая одежда и каска на голове желтого цвета, как будто бы пластиковая такая. Мгм. Это один из работников, который делает ремонт в доме? Это как-то не с ремонтом связано, а именно со стройкой. Мгм. Я говорю, что Адриане, видит ли она, что это как будто бы с другого пространства. Сейчас я поняла, что это за дверь. Это как бы открылся портал, и ее как бы с другого пространства эта сущность. Я Мгм. говорю, что видит ли она, что происходит в ее пространстве. Пусть она прикажет этому человеку забрать себе этот подклад. Вместе с этой сущностью. Я вижу, что это как-то одновременно связано и с сектором этих духов, и с сектором колдовства. Она буквально как будто бы открывает дверь какого-то дома, с этой стороны отдает этот мешочек, а с этой стороны отдает
эту сущность. И я говорю, чтобы она эту всю ситуацию, что она сейчас может вернуться в тот момент перед этим и отменить. Она вообще ничего не брала, отказалась в том моменте, когда это только появилось. Потому что воздействие может быть только тогда, когда подсознательно или сознательно человек с чем-то соглашается. Мгм. Да, я вижу, что она это отменяет, это все отваливается, падает, она улетает. Я говорю, чтобы она сожгла все эти энергии и отправила в портал на утилизацию остатки. Да, оно все утянулось, сектор интерферентов, портал закрылся. Мгм. Хорошо. Так, Она мне показывает крылья. У нее лебединые крылья, но у них какие-то черные, как бы в смолу она их опустила. Снова какая-то подключка появилась в сектор. Она мне показывает, вот спиной оборачивается и показывает, как крылья, как будто бы в какой-то энергии, и в сектор интерферентов идет. Я говорю, чтобы немедленно явился тот, кто почему-то до сих пор еще находится в ее пространстве. А я вижу, идет осторожничая такая рептилия. Я ее спрашиваю, почему она, убирая все контракты, все оставила вот эту рептилию в своем пространстве. Она пожимает плечами, что она как будто бы не знает. Я вижу, что у нее в области третьей чакры, второй чакры находится очень мощный черный блок, который с одной стороны связан с с этой рептилией, а с другой стороны с сектором колдовства. что это за блок? Я говорю Адриане, чтобы она показала, когда образовался этот блок и кто находится в секторе колдовства, и почему она не убрала эти все энергии. Я вижу, что она не хочет показывать, она как бы то ли боится, то ли что. Вот этот блок, он ее сильно пугает. То есть это событие, которого она боится признать сама себе. То есть идет закрывание глаз. Сама себе боится признаться. Я говорю, что она, конечно же, что этот блок может себе оставить. Мы как бы не можем ничего сделать. Я просто смотрю, что происходит. Но у нее есть еще один вариант, и она может этот блок убрать из своего пространства. Она может отказаться от него, а также от всех тех энергий. Я не знаю, что это. Она не показывает, что там произошло. Она берет вот так вот, как будто бы какой-то ковер. И вот этот, где сектор колдовства, она вот так вот все сворачивает. Оно выглядит как персидский ковер. Мгм. Так сворачивает этот блок, который находится во второй чакре, как кирпич черный, сворачивает и отдает этот ковер этому рептилоиду. Он берет на плечи и уносит в портал. И она закрывает портал за ним. Итак, фух, Хорошо. Так, что еще ей мешает? я говорю, чтобы она просканировала все свое тело и определила, нет ли чего-то чужеродного в ее пространстве. Жучков, чипов, имплантов. Что если, чтобы она просканировала и все, что найдет, собрала в вот этот ящичек и выбросила.
Я вижу, что у нее по позвоночнику ушел какой-то имплант в виде такой гирлянды светящейся. Мгм. Она это убрала, а также вот как-то со спины тоже вот такие, как на присосках черные, на веревочках, как будто бы провода с присосками. Она это убрала, всю эту систему. Я говорю, вот сейчас она поднимается, эту коробку она закрывает, как сундук большой. Мгм. И я вижу, что как будто бы кто-то это забирает с того сектора, где была эта лаборатория. Мгм. Я говорю, чтобы она уничтожила в своем пространстве эти все импланты, всю эту лабораторию, чтобы она атомную бомбу сейчас бросила туда. В тот момент, когда они заберут и поставят в этой лаборатории, я говорю, вместе с этими всеми контрактами, которые тут на столе, всеми этими инструментами влияния на людей, пусть она бросает туда атомную бомбу, потому что это ее пространство. Я говорю, что она может собрать соглашений от всех тех людей, чьи контракты здесь лежат. Пусть они свои атомные бомбы тоже сюда бросят на счет 3. Мгм. На счет 3 это произойдет. 1, 2, 3. Да, я вижу, как это произошло, и я вижу, как это все утягивается в тот красный портал, и оно начинает как бы само себя пожирать. Я говорю, чтобы они отталкивали это пространство, распространяли все свет, и мы тоже это делаем. Я вижу, как это какая-то, как будто бы ломается вот эта конструкция. Я говорю, что передаем информацию сейчас всем светлым душам, кто хочет освободиться, чтобы все проявили волю, наполнились энергиями абсолютной чистоты, здоровья, радости, свободы, жизни и распространили эти высочайшие энергии по всем своим направлениям, распространяли этот свет туда, откуда пришло это зло, и изгоняло. Пусть эти энергии превращают все зло в добро, смерть в жизнь. И вот оно куда-то погнало эти энергии. Мгм. Вот сначала как будто бы вот так, как в какой-то туннель, а потом это пространство вот так развернулось и превратилось в такой шар, как будто бы этот портал закрылся. Мгм. Хорошо. Как сейчас выглядит Адриана? Она выглядит чистой, свободной. Мгм. Хорошо. Тогда рассмотрим несколько вопросов. Зрение режет глаза. Из-за чего это было? Я вижу, это было из-за этой штуки на голове. Мгм. А также эти какие-то светящиеся лампочки по позвоночнику. Ничего уже нет. Мгм. Хорошо. Дальше. Есть ли у Адрианы медицинский эгрегор? Что это за медицинская эгрегор? Она что, медсестра? Ну, может, какие-то операции делала и была невольно подсоединена к этому эгрегору. Пусть тебе покажет на счет 3, есть он у нее или нет. 1, 2, 3. Ну, я ее попросила, чтобы она показала, был ли у нее он вообще. Мгм.
Он как будто бы был, но его нет. Я говорю, что это все зависит от воли человека. Даже если человек где-то что-то был, он может эти блоки убрать. Я говорю, если она считает, что это у нее было и это ей мешает, пусть она последствия этого всего уберет, этот блок. Блок есть какой-то прозрачный. Мгм. Я говорю, что она может все отменить, зайти в те моменты, когда она обращалась в этот эгрегор медицинский, и отменить все эти моменты. Это ее пространство, это ее жизнь, это ее воля. Я говорю, что этот блок она может выбросить, а может перетрансформировать в энергии абсолютного здоровья, гармонии, спокойствия, радости, успеха, свободы. Мгм. Я вижу, что она перетрансформировала эти энергии. Хорошо, отлично. Идем дальше. Дочка Беатрис. Как она выглядит? Отсоединиться от Адрианы. Отсоединись от этой ситуации, от Адрианы, Мгм. и посмотри на ее дочку. На счет 3 ты ее найдешь в эфирном пространстве. Беатрис. 1, 2, 3. Я вижу, что какие-то энергии вокруг нее вот так как-то туда-сюда. То есть и боятся, и не знают, что им сделать. Я говорю, чтобы она им дала вектор направления, чтобы они все убирались от ее дочки туда, откуда пришли, что это ее дочь, и она находится в ее энергосфере. Она буквально ее берет, свою энергосферу, а вот какое-то воздействие отправляет в портал. Мгм. Я говорю, что да, чтобы она закрыла портал. И сейчас, чтобы она передала информацию о своем освобождении и о этих чистых фрактальных энергиях своей дочке. Мгм. Да, она это сделала. Хорошо, отлично. Она забрала дочь в свою сферу. Так, И дочка слилась. То есть энергии такие же, как у нее. она не обнимается с дочкой. Все хорошо. Так, хорошо, отсоединись от Беатрис Мгм. и найди в эфирном пространстве эфирное тело мужа Адрианы Хенри. На счет 3 ты его найдешь. 1, 2, 3. Он не хочет, чтобы я на него смотрела. Он так шторкой закрылся. Я говорю, что попросила его жена Адриана. Она хочет ему передать информацию о своем освобождении. И он вот как-то из-за этой шторки берет информацию. Она как будто бы его чуть-чуть так печет. Ну, хорошо. Я говорю, что он может сделать то же самое, что сделала его жена. Отказаться от всего, что ему мешает быть свободным и счастливым. Ну, он поблагодарил нас. Мгм. Хорошо. Хорошо. Отсоединись от Хенри. Так. Мгм. Пусть Адриана посмотрит свой дом и, если надо, почистит его. Она его чистит. Она вот так куда посмотрит, а энергия вот эта фрактальная. Я говорю, чтобы она очистила абсолютно все свое пространство, все, что ей принадлежит. Мгм. Да, она это сделала. Я вижу, как ее дом как будто бы вспарил воздух, то есть она его создала защитную сферу. Вот эти энергии светлые, Мгм. они ее дом, ее все пространство, это внешнее ее пространство. Оно становится
недосягаемым для этого злого мира. Мгм. Отлично. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Также Адриана просила посмотреть папу Андрея. Давай, на счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело папы Адрианы Андрей. 1, 2, 3. Ну, он не переходит. Вообще-то мы не имеем права смотреть. Я говорю Андриане, что она может сейчас всех собрать, всем, кому она хочет передать информацию, потому что это работа с подсознанием по согласию рациональной части. А вторгаться в пространство других людей мы не имеем права. Что намного лучше работает, когда она, как родная, как родня или как друзьям, передает свою информацию. Хорошо. Тогда пусть Адриана соберет всех родственников, друзей, знакомых, кому она хочет передать информацию о своем освобождении. И также оставит эту информацию в свободном доступе в эфирном пространстве. Каждый желающий, кто захочет взять, пусть возьмет. Да, она это сделала, она передает всем информацию. Но она так тут в эфирном пространстве и так много сделала. Да, она оставляет в свободном доступе информацию. Хорошо. Ее информация, я сейчас считываю, которую она оставила, она показывает, где враг, кто он, и все о нем, о его лживых методах. Отлично. Спроси у Адрианы, мы все для нее сделали на этом сеансе? Я вижу, что она берет, вот своя дочка, ее дочь, а с правой стороны встал ее муж, и он светится. То есть ее информация, то есть пройдет какое-то время, тоже освободится. Вероятно, так. Хорошо, отлично, отлично. Спросил Адрианы, мы все для нее сделали? Да, Может, она шить работу? говорит, да, она как свободный ангел. Да. Хорошо, отлично. Тогда мы с ней прощаемся. Мгм. Проверяй пространство вокруг себя, все ли чисто. Да, все чисто. Хорошо, тогда будем выходить. Я сейчас посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, ты будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Открывай глаза. Адриана, включайте микрофон. Как, Вика, себя чувствуешь? Хорошо. Адриана такая там прямо как спецназ. Всех раскидал? Ух! Наш человек. Отлично. Вы молодцы. Супер, мне понравился. Не было, несколько моментов не было Пропадает. connection. Да, пропадал. Я жду с нетерпением ваше видео, чтобы просмотреть Да, и оно еще появится. знать некоторые моменты. Мгм. Да, но рука вроде бы отпустила, да. Как это вроде? Легче стало, да. Легче. Могу уже как немножко поработать с ней так. Сделайте массаж, какую-то согревающую мазь. Сделайте вот и помните, что в эфирном пространстве все сделано, все сработано. И Хорошо. вы прекрасно работали. То есть это что-то. Молодец. Хорошо. Спасибо. Адриана, скажите, пожалуйста, ваши видео можно публиковать?
Да, Лицо можно оставить открытым? можно ставить. Как вы хотите, можно и Отлично. Тогда оставим открытым. хорошо. Спасибо. До Пожалуйста. свидания. До свидания. Благодарю. До свидания. До До свидания. свидания.